Тихо, 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 тихо. Вот она вышла на поверхность. Ребята, есть, ребята, вот она. Не спеши. На 4,5 метрах влетело что-то. Вон она, оба! Ребята. Есть! Друзья, всем привет. На связи Павел Медянцев. Мы находимся в Курской области. У нас сентябрь. И вот мы с папой решили попробовать половить хищника. Вот такой прудишка. Сейчас его видно за мной. Прудишка средненького размера, но очень красивый. В очень живописном месте находится. Рядом машин практически не слышно. Какая-то бензопила немножко работает. Но это не страшно. Здесь есть щука, здесь есть окунь. Когда-то был карась, но нас мирная рыба не интересует. Попробуем сегодня ловить троллингом. Попробуем ловить в заброс. Поищем джигом кого-нибудь. Сегодня эхолот я взял с собой Matrix 47 3D. Потому что Piranha Max моя что-то там случилось. То ли с датчиком летним, то ли с эхолотом. Не знаю. Но в общем не совсем он работает, поэтому сегодня немножко другой Humminbird. Ну что, собираемся, качаем лодку и на воду. Вперед! Эта палочка у меня Restive от Major Craft. И вторая палочка у меня форелевая, ультралайтовая. Это Daiwa. Теперь, как всегда, неизменный Mercury пятисильный четырехтактничек. Сейчас отцентруем его. Вот так вот. Вот так. Все, спускаемся на воду, быстрее на воду. Есть. Так, ну не плывет. А как же быть? Глубины нету. И вот она висит. Не хотелось, конечно, в лодку грязь и воду тащить, но условия спуска вот такие у нас сегодня. Пробуем. Да, вот поплыла. О, все, зашибись. Оба! Теперь нужно чуть-чуть подальше отойти. Хотя вот она нет, на колесами уперлась все-таки. И сейчас перекинем колеса. Так, мотор будет мешать. Плохо вот, что нельзя их сразу переворачивать и втыкать. Особенности НД в том, что колеса изогнуты. Ну, вот здесь в описании будет момент, когда я колеса сюда устанавливал. Ролик у меня есть, прям полноценный фильм, поэтому не буду останавливаться. Если кому интересно, посмотрите. Раз. И второе также сюда. Да. Получилось? Ну, это хорошо, что получилось. А вот теперь понятно все. Да, посадка не очень удобная. Совсем, точнее, она неудобная. Сейчас попробуем столкнуть. Ну, как-то вот так. Может, на якорь станем уже? Пока заправлюсь, пока... Ну, чуть-чуть отплывили. Так, ну что, заправляем зверя. Как-нибудь сейчас так сделаю, чтобы получше видно было. Я снимаю колпак. Почему?
для того, чтобы видеть, сколько я залил. На самом деле очень быстро делается. Так, для заправки пробовал я много чего разного. И все-таки пришел к тому, что вот такая помпа. Я не помню, по-моему, называется Smart Power контора. И вот я именно выбрал не электрическую, там есть электрические варианты. От батареек они работают. Минус какой? Видите, пакетов дофига, да? Почему? Потому что воняет эта штука. То есть вот ничего не воняет. Ни в машине, ни дома, допустим, когда хранишь. Воняет вот эта штука, потому что бензин сохраняется. Вот, тем более, вот зачем они сделали гофрированную такую трубку, непонятно. Но эта трубка опускается у нас вот сюда, в бак. А вот эта трубка, вот я сам намутил на садоводе. Это для аквариумистов такая штука, силиконовая. Вот она сюда идеально входит. Я обрезал то, что было изначально. Ну и все. Вот 10-литровый бачок. Его хватает, ну, где-то километров на 50 хватает по воде. И дальше просто конец сюда опускаем. Здесь такая штука есть, она откручивается для чего? Чтобы проходил воздух и слив происходил. И когда заправляем, то мы ее закручиваем и начинаем вот таким образом качать. И вот у нас бензинчик пошел, да, видно? Вот так сделаю, чтобы видно было. И вот смотрим на бак. Вот, наполнение идет. Идет наполнение. И вот заправляем примерно до метки, вот, докуда завод, производитель рекомендует заливать. Колпак на место. Очень быстро все это делается. То есть, ну, не проблема, скажем так. Теперь надо подождать, открыть кран, подождать, чтобы бензин наполнил поплавковую камеру. Я покажу в конце, да. То есть я, когда рыбалка заканчивается, бензин остается, я переворачиваю помпу, то есть опускаю сюда и отсасываю бензин в канистру. Дальше завожу и начинаю кружиться вот возле места, где мы выходим. Ну, как правило, минут 5, и бензин весь выгорает. То есть немного там остается. Так, подсос. И начинаем потихонечку пробовать. Так. И пробуем потихонечку. Вот уже схватывает. Вот и все. Смотрим сливное. Вода выходит, все, охлаждение есть, все хорошо. Значит, сегодня у нас эхолот Humminbird 47 3D Matrix. Вот такой, в таком кейсе он, Portable Fishing Finder. Этот кейс, я общался с ребятами из Тюмени, мне, за копеечную цену мне его прислали из Тюмени прямо. Вот им спасибо за этот кейс для эхолота. Внутри что у нас? У нас датчик, провод длинный, вот такой вот здоровый с ладонь практически датчик. Шестилучевой. Штука это вот так вот двигается, да, сам эхолот двигается удобно, да, и вот такие две банки. Сюда изначально было продумано размещение аккумуляторов, то есть вообще прям автономно, но аккумуляторов этих я найти не могу и пробовал в интернете искать, нифига, поэтому питать будем эту штуку. О, все, прогрелся. Питать будем от аккумулятора, который я аккуратненько свистнул у папы с мотоцикла. Да. Крепление стандартное. Наш кронштейн уже неизменный. И где-то здесь у меня лежит отвертка. То есть эти кейсики, отделения для аккумуляторов я очень удобно использую под всякую мелочь. В частности, сейчас у меня здесь только отвертка. Я давно не использовал, не пользуюсь этим эхолотом, потому что как-то у меня Piranha Max зашла очень хорошо, но, к сожалению, что-то с ней случилось. Очень легко и быстро крепится. Так. Так быстренько заделали. Теперь, опа, сюда положили, чтобы не мешалось. Все. Ну что, момент истины. Кнопка Power. Так, loading. Пошла загрузка. Matrix 47. Отлично. Смотри, пап, посмотри.
Посмотри, красотень какая. Вот он свал идет. Вот она по дну. Вот смотри, рыба, вот она. Крупная причем, смотри. Дуга, дугой показывает. То есть не символом, а именно дугой. То есть вот здесь крупная рыба есть какая-то. Кто, непонятно, но что-то есть. Ну, тут такой ассортимент, старенькая коробочка. Ну, такая вот она прямо, опа, и все перед тобой, да? На что попробуем? Попробуем на River to Sea. Кстати, контора австралийская, которая практически уже не делает. Вот я нашел на садоводе кое-что. Вот все, что нашел, купил. Держи. Так, глубина 2,8, 2,9, да? Ну, а я, наверное, попробую что-нибудь тоже из ломаных воблеров. Они очень шумные, хорошо играют. Кстати, это суспендеры. Я пришел к выводу, что суспендеры, они очень хорошо ловят и хорошо играют. Почему? Непонятно, но плавающие воблеры иногда не ловят. А вот суспендеры отрабатывают очень хорошо. Так, сейчас я сделаю, чтобы мне было удобно. Вот так. Так. О, свал, папа, смотри. Бровка. Давай-ка по ней пойдем. Поехали. Так, фрик настраиваем. И погнали. Вот эта бровочка очень интересная. Прям уступ такой. Сейчас отображение в 2D у меня. Потому что в 3D он, к сожалению, показывает не очень хорошо все. Ну, сейчас покажу. Надеюсь, видно будет. Вот у нас вариант 3D, да, то есть вот наша лодочка, вот мы можем развернуть, видно, да, уклоны, уступы, все это он показывает. Но, к сожалению, вот как-то не очень информативненько показывает. Ну, плюс в том, что можно вот покрутить ее, развернуть, и вот он рыбу показывает с привязкой. Ну, вся рыба в полводы, пап. На 2 показывает, вообще возле поверхности показывает. Сейчас я просто выйду на бровку. Надо ее найти. 3,1. Цепляется? Да-да, доходит. Ну, в общем, вот 3D какой-то такой у него. Поэтому я предпочитаю, ну вот можно 3D плюс 2D сделать там в настройках. Ну, я предпочитаю 2D, мне вполне этого достаточно. Ну, видишь, 3,3 травы нет. Давай чуть-чуть как-то. Ты не цепляешься заодно? Что же ей дать, а? На что же попробовать? Ситуация такая. Проплыли с одного конца, вот где заходили в воду, проплыли в режиме троллинга до плотины. Ни одного удара, глубины разные. И травка есть, и чего-то как-то вот совсем никак. Проезжали, когда плотину, смотрели, вроде бы не видели никого, лодок не было. А сейчас получается раз лодка один, за мной лодка 2 человека, а в том заливе еще одна лодка и один какой-то товарищ непонятный сидел в камыше. Смотри, пап, сейчас вон окунек, наверное, ты видишь? Ну, давай, долбит. встанем, попробуем. Здесь побросаемся? Да. Вот там наш якоречек. Вот. Так, так, так. Можно начинать. О, отлично. Ну, а попробуем. Да черт ты. Да и здесь покоя нет. Шумно. Надеюсь, они проедут, сейчас будет потише.
Какой тебе давать? Беленький, беленький. Какой беленький? А это одинаково, что ли, у меня? А ну да, да, одинаковые два. Мэп двойка. Так, а я себе повешу. А что я себе повешу? А я себе повешу вот эту. Так. Так. Да и вот эту можно попробовать. Ну, для начала, я думаю, наверное, побулькаю-ка я попером. Поперочек. Тык-тык-тык. Китаец, нонейм, но рабочий. Ловил на него и окуней, и щучка выходила. Хватало. Ну, правда, сход был, но очень красиво было. Такой с чавканием, с таким бух. Круто было. Так, попробуем. Ага. Ну, сейчас, подожди, я брошу еще разочек. Я как раз повернулся хорошо. Вот повернулся отлично, прям к траве. Вот туда сейчас мы его и... Хотя ветром сносит. Ну ничего. Да. Че? Странно. Странно. Нет, поводка ничего не осталось. Ну он прям перетерся у тебя на вертлюжке и все. Ну, скажем так, резко никто не схватил поппера. Попробуем поближе к берегу. Ой-ой-ой, прямо в траву попал. Попробуем на Maps. Ну, на такой же. Но больше нету белой. Это последний. Я тебе говорю, невозможно бросать. Ну, давай. Согласен. Хорошо, пошло кверху, а потом жак и обратно возле лодки упало, когда обратка пошла. Ну, даже никто не гонится, понимаешь? Ну и хорош. Да я тоже так думаю. Упираться не будем. Так. Можете что-нибудь плавающее Не дать? надо. Его? Да. Давай сейчас обойдем к тому берегу, Давай. вильнем, и тогда пойдем, за ними уже пойдем. Да, да. Согласен. Так, что тут с глубиной? Полторушка. Ну, ставь палку вертикально вверх. Я уже поставил. Там еще дальше вверх. Попробуем пройти возле камыша. Вот здесь совсем прям сильный выход. Что? Зацеп? Или одна... Что? Нет, Есть? Есть, да. Понял. Выматываюсь. Давай, давай, давай. Давай, 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 потихоньку, папа. Молодец. Подожди. Так, все, я вымотался. Давай смотрю. Якорь нафиг.
Подожди, подожди. Угу. Давай потихонечку. Не спеши, не надо, рукой буду брать. Буду брать рукой. Не спеши, потихоньку. Потихоньку. Я мотором подруливаю, не спеши. Фрик ослаблен? Да. Давай потихонечку, пап. Ух ты, хорошая! Так, потихоньку. Давай, потихонечку, потихонечку. Тихо, 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 тихо. Слабину, слабину, тихо, тихо, не давай. Тихо, 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 тихо. Не дается пока. Опа! Опа! Ха-ха-ха! Папа, ты красавчик. Вообще зашибись. Ну сколько в ней? Ну где-то кило 200, я думаю, так где-то. Подожди, чтоб нас не кружило. Слушай, есть весы, да, взвесим. Слушай, ну красавица. Слабо Да, слабо зацепился. Класс. Оба! Ай, ай, тихо, меня поймала меня, блин. Ай. Не, нормально все. Так, ну что, ну, значит, все-таки в траве она есть. Ну, видишь, Так, кукан. очень Что? как-то... Ну как, неактивная, неактивная, да, это факт. Слушай, удар был, а потом несколько толчков, все. Давай эту штуку. Кого? Да я сам, ладно, я сам. Сейчас. Трудно, конечно. Ой, подожди. давай. Сильная зараза. Да что, сейчас она, боюсь, выпрыгнет. Подожди, 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 подожди. Сейчас. Вот это вот сделаем. Ну-ка. Опа, есть все. Подожди, ух ты, ё-моё. Да что ж такое, а? Вот тебе и не активная, а сильная. Ну, могла сойти разок. Могла сойти, да. Ну, видишь, она не далась сразу. Так, быстро ее на кукан, и тогда будем спокойно дальше все делать. Опа, есть. Подожди, застегну. Есть. Да, она за шкурочку сидела. Так, ну что, давай с нашего традиционного борта. Опа, закинем. Так. Ну, как-то уже веселей, да? River to Sea рулит. Вот он, воблерочек. Вот он маленький, он суспендер. И вот такой 3 ломаных секции. Ну, слышно было по голосу, да, там сзади. Как-то вот катаем, пруд прошли полностью туда, до плотины. Посмотрели, ну, как бы варианта не увидели перейти на соседний пруд. Поехали обратно, а поклевок нет. Реально, вот у меня там было что-то, ну, я так понимаю, стая окуней была, и ударчик один, бам, что-то потелепалось, отваливается рыба. Буквально чуть-чуть, еще один удар, опять потелепалось, ну и как-то все. И вот пошли вот этим берегом, пошли обратно в сторону машины, и вдруг вот такой вот подарок. То есть, ну, уже, естественно, стало все повеселей, поинтересней. Сейчас попробуем, опять-таки, по берегу, по травке, по мелечку дойти до угла, а дальше, ну, не знаю, зайдем в залив, еще там есть, еще один залив есть в той стороне, вот, и попробуем глубину, потому что, ну, как-то вот неактивная рыба, поэтому попробуем глубину посмотреть, чего как. Вот сейчас подо мной 4 метра, в принципе, глубина тут есть где поискать. А есть воблера, которые ныряют глубоко, то есть есть и чем походить, что потроллить есть. Вот. Так что не переключаемся, смотрим. Так, так. Что-то было. Есть, папа, есть! Подожди, не спеши, не могу понять. Не, сошла. Блин, ну что так мне не везет сегодня? Да ё-моё, а. Что-то надо подсекать. Дык надо... Да, ну, потому что... Ну,
За что у меня цепляется постоянно? Не пускай дальше. Нет. Слушай, ну поклевка была точно. И точно что-то дергалось. Небольшое, но то, что рыба была, это факт. Ну, хорошо, как крепко засела. Так, ну что? Есть у меня такая новинка. Тоже, когда на Дон собирался, там закоряженные места, вот решил купить себе отцеп. Вот такая вот хреновина. 100-граммовый, по-моему, он. Нет. Да. Ой, не 100-граммовый, а килограммовый. Вот, все, тормози. Тормози, не спеши. Так, теперь дай бог мне вспомнить, как это сюда заделывается. А вот так, все. Поехали. Что-то никак пока. Вон, видишь, где лупит? Где-то. Ага. Ну вот как-то так работает отцеп. Видишь, воблер спасен. О, крючок даже подразогнулся чуть-чуть. Видишь? И прямо об него же можно и подогнуть. Удобно. Раз. И все. Все нормально. Поехали. Странно, откуда здесь коряги взялись, вообще непонятно. Не должно быть здесь коряжника никакого. Ну, можно, наверное, уже и бросить. Ну, вот конец травы, вот, нормально. Ну все, поехали. Двушка. Сейчас поищу, где там опять идет подъемчик. Что? Есть? Есть. Есть? Да. Понял. Нифига ты сегодня, пап, даешь. Я вообще себя чувствую каким-то школьником. Так, давай-ка. Так, что делаем? Вперед. Теперь назад. Держим. Эх, Сошла? Бывает. Бывает. Посмотри, не разогнул, ничего. Ну, Нет. по ощущениям, как она была? такая же. Такая же? Ну да, ничего не разогнула. Ну что, еще раз? Там же. Думаешь, она после этого возьмет? Ну она нет, она же другая. Давай вон дойдем до конца мыса. Ты посмотри, а. И у меня был сход. Слушай, вот где она. У меня взялась, был сход. Значит, надо здесь встать на якорь и покидать. Вот здесь? Ну да. Все. Ну и, соответственно, прям сразу на вращалочку, на большую. Универсальная приманка. Ну вот мы друг другу и не мешаем. Кстати, ветер опять повернулся, ты видишь? Тут
Туда-сюда. Туда-сюда, да. Так, ну попробуем. Ну, встали, правда, хорошо. Попробую сейчас травку. Прям вдоль травы. Что там? Выматываю. Не клюнуло? Ну, вроде не несет. Давай, куда тебе удобно? Давай я туда побросаюсь. Вот давай я туда побросаюсь по ветру. А ты попробуй куда-то вот туда, что ли, рядом. Да. Ой, ну, конечно, очень. Ветер мешает бросать. Нет, там глубоко слишком для твоего воблера. Да, вот в эту сторону пробуй. К берегу. Сейчас попробую силикон повесить. Какой-нибудь большой силикон возьму, попробую подолбить. Есть? Зацеп? Ну что ж такое? Тут натяжку держи, а эту запускай туда. Отошло, что ли, уже? Подматывай. Не тяни, не тяни, запутаешь. Подматывай. Пап, не отошло? Или что? Ну, отошло все. Как-то, блин, испугался от того, что мы опускать начали. Держи. Все. Опа! Был удар. Пап, удар был реально. Или за траву. Нет, ну удар был точно, чувствовал. Да. Да посмотри, какие бугры. Есть. Небольшая, но есть. Подожди, или что там у меня? Опять что ли сход? Блин, не сидит, вон она, да. Ай, шнурок. Шнурочек. Ты смотри, заглотила какой воблер. Ёлки-палки. Опачки, вот и я отдуплился. Двумя руками. Ты понял? Вот это вот нормально. Слушай, так она тут есть. Давай-ка здесь и половим. Так, ну не травмировалось ничего. Сейчас мы ее аккуратненько. Так. Зови папу, маму. Ну, на крайняк дедушку, бабушку. Ну, наконец-то. И мне повезло. И вот на такой вот здоровый воблер. На юзурочку поймалась вообще, ну, не знаю, шнурок это, наверное, да, называется правильно. Карандаш, шнурок. Ну, мелочь, но приятно. Как бы я тоже от нуля ушел. Вот, у папы там сходы, ну, в общем, все хорошо у него, мне как-то пока не очень. Ну, вот сейчас зашли в залив, опять-таки он продувается, вот, то есть, ну, неприятно немножко. Но с мужичком поговорили, он здесь в заброс ловил, говорит, 2 щук взял. Ну, надеюсь, что-то здесь осталось, и сейчас попробуем покатать этот залив как следует. Может быть, что-то, ну, покрупнее, чем этого шнурочка возьмем. Не переключайтесь, смотрим. Опять есть. Давай, выматывай, подожди. Выматываю. Так. Я сегодня только на подхвате. Зацепи за ветку. Понял. Сейчас, подожди. Переводи сюда. Давай-ка ее оттянем немножко подальше.
И палку сейчас я уберу свою. Давай по этому борту буду брать. Так, эхолот нафиг. Пока. Так, тихо, потихонечку. Так, не спеши. Все. Так, что там? Показывай. Ничего. Не спеши. Ушла. Ну что, пап, она небольшая была. Ну, плохо захватила. Ты сегодня рвешь. Просто ты сегодня рвешь всех и вся. Ладно, давай еще разок. Слушай, тут еще смотри. Вот эта зона, еще можно ее подолбить. Давай тоже попробую ломаного. Вот он большого размера. Все-таки, мне кажется, ну должен он отработать. Вот, наконец-то и у меня, ребятки, вот и у меня наконец-то хорошая села. Вот она, толчки. Ой, да, пошла. Фрик отпустим. Выматывай. Вымотал? Хорошо. Так, эхолот нафиг. Это нафиг. Так. Может, по другому борту, а? Да мне неудобно выруливать-то. Или нафиг выруливать? Так, ну сейчас подзамучу я ее. Вроде бы как уже сдается. Хотя не факт. Смотри, не всплывает пока. Ну давай сейчас на середину вытащим ее. Вот она. Уже недалеко. Сейчас всплывет. Ну что, можешь не давать ей свечки делать? Не, ну серьезно. Так. Так, ладненько. Пока. Вот она. Да небольшая, но сидит слабо, скорее всего, уйдет. Ну, она совсем маленькая, ее бы отпустить бы ее, наверное, да? Ну, подожди. Да я так ее выдерну нафиг. Хап. Да подожди, дай я ее. Опа! Ну что, 35 есть? Слушай, Клиника есть. да неплохо она захватила, пап. Неплохо. Ну да, Хорошо. в распорку. Слушай, ну, наверное, 35 не есть. Нет, она съедобная. 35 у нее есть. Она съедобная. Вот 10 сантиметров. Ну да. 10, 20, 30 И и 5 даже 40. Ну, сантиметров. 40 даже, да. Ну, так начала хорошо она толкать. Ну, ладно, посадим, а там... Да, нет, ну, в принципе, 35 не есть, да. То есть, по норме ее можно брать. Тихо. Опа, все, пошла. Наконец-то и мне повезло, уже как бы зачетная уже щучка. Вот поменял воблер, поставил вот такой я красивый River to Sea. Опять-таки трехсекционный составничок, и очень неплохо она жадненько взяла, такой ударчик был. Вот. Ну, в общем, попробуем еще разок, потому что это, получается, у папы сходит в этом же месте. Мы возвращаемся, заходим на круг, проходим, и в этом же месте происходит у меня поклевка. Там получается как? С 2,2 идет перепад на 2,5 метра. И какие-то там, ну, то ли трава, то ли коряшки. И вот именно когда там проходит воблер, и происходят удары. Ну, может быть, еще что-то стоит. Сейчас попробуем, сейчас посмотрим. Опять поклевка. Пап, мотайся, давай, выматывайся. Сматывайся, папа, у меня опять есть что-то. Смотался? Да. Все, я закругляюсь. Ага. На моей улице тоже праздник бывает-то, пап. Сидит. Так. Пока не понял размер, но что-то такое, по-моему, покрупнее чуть-чуть. Так. Опять эхолот надо убирать. Коробку сюда. Закругляюсь. К берегу, блин, прижался. Так вот. Я не... Ну, стараюсь, пап. Ну, я как бы и рулю, и того, и сего. Давай.
На подходе, вот она. Ой, сойдет сейчас. Еле-еле держится. Сейчас сойдет. Да нет, такая же, пап. Такая. И держится она хорошо. Прям можно, наверное, ее понаглее взять. Не, ну а что? Да что ж такое? Опа! Ну вот и еще одна. Смотри-ка, такая же, точно такая же, один в один. По 35 сантиметров. Не, ну это да, тут как бы понятно. Щучка такая красивая. А? Хорош. Да, мерная щучка. Такая вот красавица. Что-то она тут решила. Ты смотри-ка, не сдается. Оп. И на куканчик, и домой. Опа, все. Ну смотри-ка, пап. Местечко-то приносит результат. Ну почему-то размер маленький. Надо на глубину лезть. Я думаю, там будет крупняк, пап. О, хорошо как стало прям на душе-то. Ох. Вот так вот. Как-то вот ветерок и немножко свежо. Вот. Ну что, больше пока ничего. Ну, не было ударов. Прошлись еще тот залив, наверное, раза 3. Что-то ничего никак. Времени у нас без 10:04. И мы решили немножко перекусить. Вот зашли в такое место. В Камыш. Это единственное место, где затишье. Потому что дальше вот видно, да, наверное, что там везде ветер. А у нас здесь тихо, хорошо. Вот, ну что, как обычно, газовая горелка, баллончик. И сегодня такой по-быстренькому у нас будет лапшичка. А лапшичка будет с тушеночкой. Тушеночка хорошая, тушеночка свиная. Прям в лодочке сейчас и все приготовим. Все, есть. И теперь 5 минут, и все будет готово. Солнце у нас получается светит в затылок. Освещается березовая маленькая рощица на той стороне. Домики отдельные какие-то, немножко черные, из дерева. Ну, в общем, где-то ударила рыба. Ну, в общем, красиво. Кто собрался с нами перекусить, приятного аппетита. Я быстренько экспресс-методом все охладил. То есть поделил пополам и дальше подержал в воде, в забортной. И, в общем, вода такая уже в пределах, наверное, градусов 12. Может, 14. К сожалению, на датчике нет в моем эхолота температура. Ну, измерить температуру нельзя, ну так на глаз. Ну и в общем, сейчас покушаем и попрем вот туда, на глубину. Ну, скажем так, вот эта основная акватория зеркала. Будем пробовать поймать глубинную щуку крупную. Перекусили, стало получше прям на душе, да, пап? Посветлее. И, короче, сейчас мы тут взяли воблерочков вот таких вот, глубоко ныряющих. Будем пытаться найти глубинную крупную щуку, потому что, ну, понятно, что на мелячке, в травке щука, ну, скажем так, не сильно выделяющая адреналин при поимке, поэтому сейчас попробуем что-то сделать именно на глубине. У нас картина интересная на эхолоте. Рыбка проскакивает, на дне какие-то неровности, ну вот что-то как-то пока не клюет. Ну вот он пошел, этот рельеф интересный. Вот скачки эти начались. Должно здесь что-то стоять, потому что очень интересные бугры. Так, цепанул я что-то.
А, заработал, все. Опять подъем. Смотри, бугорчик. Ха. Есть! Есть! Вот она, есть! Есть! Охрененные толчки! Наконец, вот она вышла на поверхность! Вышла на поверхность! Есть, ребята! Есть! Есть, хорошая! Выматывай, пап! Молодец! Слушай, ну все-таки я ж просчитал правильно. Так, теперь главное не форсировать. Щука реально хорошая. С какой стороны брать ее? Наверное, с этой буду брать. Пап, возьми весло, вот то весло возьми, подгреби. Пап, не в ту сторону, подгреби мне, чтобы, ну, под руку. В другую сторону греби, в другую. Да, давай, крути. Да, вот так. Все, не спеши. Все, вот так держи, да. Подожди, она подходит? Да, она подошла уже. Так, ну давай смотреть, что там подошло. Подожди. Сейчас может быть сальто. И все, что хочешь, может быть. Свечки, хренечки. Ну смотри, не сдается, ты видишь? Ты посмотри, давит. Посмотри, давит как. Так. Ой, ну хорошая. Но, по-моему, плохо сидит. Ну подожди. Подсачек. Не надо, нет. Какой подсачек? Он не войдет в него. Ты что, у тебя он маленький. Нет, тут только рукой брать. Вот она. Но я думаю, она еще не совсем сдалась. Надо ее еще покружить. Еще надо покружить ее. Ну что делать? Сейчас вот слабину дам. Боюсь. Она рывок еще может сделать. А так, хрен его знает, как ее брать. Это хорошая щука, да, хорошая. Ну давай уже что-нибудь делай. Вот, я же вижу, что она еще может что-то сделать. Так, ну попробуем что-то сделать. Вот она пошла, не туда, к мотору не надо. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, родная, иди сюда. Ой. Подожди. Стой. Ребята, есть, ребята, вот она. Вот она, глубинная. Все-таки мы ее дождались. Держал батя. Вот она. Слушай, ну нет, она хорошо взяла, но один тройник. Тройник хороший. Да, вот это щукерс уже такой достойный внимания, достойный уважения. Опа! Не, нифига, надо на кукан сажать. Подожди. Ну сильная, ну слушай, ну вот сильная, а что-то как-то особо боя она не дала. Как-то вот, оф, куда ты? Подожди. Слушай, ну щукерс хороший щукерс. И хват был четко, видишь, ближе к голове, вот она хват сделала куда. Так, ну что, как быть? Надо инструмент, наверное, потому что я руками не достану. Ты не помнишь, где он был? Только не курс. Нет. Инструмент был где-то в сумке. Сейчас, подожди, поищу. Так. Я зевник нашел. Ну, не знаю, на всякий случай. Возьми зевник. Так, и экстрактор, блин. Где вот он? Так. Лезу, смотрю. Нашел. Ну, давай попробуем. Ну, так сделать, чтобы она, если что, не ушла. Не, подожди. Сейчас я попробую. Тут я достаю. Подожди, пап, подожди. Ничего не делай. Пока не... Пап, подожди. Ёпарасы, она в кроссовок вцепилась мой. Отдай. Ребята, вцепилась в кроссовок, сучка. Да подожди, что я ее... Да какую губу захватить? Открывай теперь уже ей рот. Вот открывай теперь. Кроссовок не отпускает. Все, отпустил. Все, убирай. Убирай, ей не нравится. Это сейчас... Вот она начала дергаться. Конечно, не нравится. Фух.
Йохан Бабай. Ой, я тоже закряхтел, как ты, пап. Ёлки-палки. Так, давай-ка на верхний, давай. Давай верхний. Пап. Держи, Ну держу, она бьется. Давай верхний. Все, сейчас. Так. Давай. Втыкай. Тихо, 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 тихо. Да. Есть. Давай. Дальше, 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 глубже. Вот так, все. Опа! На. Ну как тебе, Щукерс? Хорошо. Я тебя, по-моему, умыл, да? Чуть-чуть. Умы. Ребят, yes. Повезло. Повезло. Вот. Правильный был расчет по поводу того, что в траве мелкая щука и крупная должна быть где-то на глубине. Короче говоря, ну буквально сколько мы даже круг не сделали по вот этому зеркалу основному. И значит, идет свал, а потом подъем и опять свал. И я думаю, она стояла где-то либо же на самом, вот на пике она стояла, либо же где-то свал, либо же подъем где-то в этой стороне. Вот. Ну, ну, во-первых, странно, что она сразу всплыла, может быть, видно было, вот камера, может быть, передала. То есть такое впечатление, что вот она подсеклась и сразу пошла вверх, потому что, в принципе, там где-то было в районе 4 метров, ну, 3,7-4 метра было. Вот. Ну, и потом как-то она особо, честно, бой не дала. Ну, приятно, конечно, чувствовалась масса, и я так думаю, примерно это где-то 3,5-4,5 она. Но весы есть в машине, поэтому, естественно, взвесим, то есть поточнее будем знать, но уже тогда на берегу, вот, когда приплывем. А сейчас, ну, как-то хочется теперь что-то еще побольше. Но это вот я щуренка отпускал, когда, да, я говорил, зови папу, маму. Вот по-моему, папа или мама пришла, да, вот на кукане уже сидит. А сейчас хотелось бы все-таки вот дедушку, бабушку подтянуло, чтобы вот тот шнурочек, которого мы отпустили. Ну, посмотрим, что из этого получится. Плывем троллить дальше. Есть, ребята. Теперь папа отличился. Подожди, пап, сейчас я ровно лодку поставлю. Вымотаю свою, помогу. Не спеши, не это самое, быстро не надо. Ну, пап, сюда переводи теперь. Да, переводи сюда. Да, на меня. На меня. Опа! Ни хрена себе! Ни хрена себе! Уравнялись. Ну, Я слушай, два вида рыбы. Слушай, ну красавчик, просто пипец. Ты глянь, какой лапоть, а? Слушай, ну это грамм 400, да? Зверь. Взвесим. Ты посмотри, как хорошо. Ребята, отработала глубинная вот такая вот, это рапала настоящая из бальзы. Ну вот как-то так она отработала. Класс. На 4, вот 3,8, 4 метра, то есть где-то на этой глубине он стоял. Да, класс. Ну и кто сажать будет его? Там у нас крокодил здоровый. Я к крокодилам не полезу. Ну я, конечно же, полезу. Кто же еще? Опа. Застегиваем и туда его. Ну как ощущение? Окуня вхреначил такого. Красавчик. Ребята, это праздник. Опять есть. Опять нахалку. И сейчас будем что-то делать. На 4,5 метрах. На 4,5 метрах влетело что-то. Вон она. Оба, сальто. Не знаю, было видно или нет. Опять всплыла на поверхность. Вон она. Бьется. Так, нейтралочка. Да, вон она. Ребятки, охренеть. Свечку сделал, ну не совсем качественную, но такую ощутимую. Так, смотрим. Ну да, не такая большая, конечно, но все равно приятная. Ну что, будем форсировать. Оп. Ребята, есть!
Батя, ну смотри, какая щука и какой воблер взял. Ну тут без шансов было сойти. Просто без шансов. А вот не раздави. Нет, не раздавлю. Он хороший, крепкий, американский. Ну как-то так. О-о-о. Только пошли неровности, ты видел? И вот это, и вот где-то там она стоит, она скрывается. Так, ну, наверное, тут я ее и так сниму. Ну, хорошо, засечка хорошая, все. 0 шансов, что она бы ушла. Так, теперь самое главное, интересно, куда повесить ее. Есть там свободные у нас дырки? А, да, еще одна камера. Не, нифига. Пап, на всех сидят. Буду подсаживать к своему окуню. Опа. Опа. Ну, как-то, ребят, вот так это выглядит. Вот так вот как-то. Опа. Ой, класс. Ну, как-то так. Вот насколько день начинался, да, прям вот, ну, как-то уныло становилось. Катаем воблера, а нет эффекта. И потом произошел перелом, и вот сейчас просто вот реально подъем такой. Ощущения классные. Очередной щукерс. Ну да, конечно, размер не то, что ожидалось, но все равно это был реально хороший удар. Это был опять подъем кверху. Я не понимаю, почему здесь щука так себя ведет, но тем не менее, вот она поднимается кверху. Не знаю, было видно или нет, она сделала свечку. Ну, пускай там не совсем красивую, прям на хвост не встала, но что-то похожее было. По рыбе, ну, я считаю, что очень хорошо сегодня у нас все складывается. Вот, наверное, сейчас действительно покатаем еще, кружочек 2 сделаем, потому что у нас видно солнце, да, вот оно начинает заходить. Скоро уже начнет заходить. Это именно вот то самое время, когда обычно крупный хищник начинает выходить и кормиться. Да? Оно. Друзья, ну что, вот и подходит к концу наша сегодняшняя с папой рыбалка. Вот мы возвращаемся уже к машине, ну, скажем так, дотролливаем последние десятки метров. Вы были на канале про рыбалку, с вами был Павел Медянцев, как всегда. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк или дизлайк и написать любой комментарий. Это поможет видео увидеть многим другим людям, которые так же, как и мы с вами, больны рыбной ловлей, кто не может жить без природы и без приключений, которые нас всех с вами объединяют. Всем пока! Бонусом будет взвешивание рыбы на берегу, но это чуть позже и, возможно, уже даже под фонарем. Оба! Хрена себе! 0 и смотрим. Оп. Так, ну, к сожалению, не видно. Он сейчас зафиксирует. 290. Есть, зафиксировал. Да, 6295. 6200. Ну да, 6 килограмм, 29,5 грамм. В общем, вот так. Так, обнулилось. Так, есть. Ну, посмотрим. Так, 2. Ну, а этих, я думаю, мелких не стоит взвешивать. Да, нечего их взвешивать. Вот. Они вот стандартные, 2 стандартные одинаковые. А 2 чуть побольше. Ну и окунек такой. Окунек приятный очень. Отловились, я считаю, довольно здорово. Ребята, поперло! Ребята, есть! Мы находимся на платном карповом водоеме. И как его вывести оттуда? Подожди. Слушай, кайф, вообще кайф. Я даже не верю, что я тут на вываживании стою. Он какой-то... Ты посмотри, что творит.
Ты посмотри, нифига себе скинул.